Приветствую, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю видео, продолжаем тематику, связанную с бизнесом, карьерой и работой. И сегодня мы с вами будем смотреть тематику, стоит ли вам менять работу. Не путать со сферой деятельности. Сейчас объясню, о чем конкретно здесь будет идти речь и для кого актуален этот расклад. То есть это ситуация, когда вы находитесь на предприятии. Сама деятельность вам нравится, вы получаете от нее удовольствие, вас все устраивает, но нет перспектив роста. То есть по принципу засиделись вы на одном месте. Поэтому здесь карты будут анализировать вам ситуацию, стоит ли уходить в эту же нишу, но на другую фирму или на другое предприятие. Может быть, плюс-минус какие-то там смежные области. Но здесь речь не идет о кардинальной смене деятельности. Тут в большей степени оставаться ли вам на текущем предприятии или нет. Будем смотреть таким образом. Первое, что проанализируем текущее положение вещей. На следующей колоде будем смотреть, в принципе, каковы перспективы, стоит ли вам здесь оставаться. Всего будет 6 вариантов, поэтому вы можете как настроиться на конкретный аркан, так или ментально выбрать один из 6 вариантов, одну из 6 карт, и посмотреть, какой же результат вас ожидает. Я рекомендую вам смотреть расклады, будучи в одиночестве, чтобы вас ничего не отвлекало. Поэтому позаботьтесь, чтобы вас не беспокоили ваши близкие, ваши питомцы, чтобы вас не отвлекали гаджеты. Потому что чем глубже вы погружаетесь в тему расклада, тем активнее у вас идет взаимодействие с картами. Соответственно, вы лучше с ними резонируете. Итак, стоит ли менять работу, да? Первое, что я анализирую, текущее положение дел на работе для тех, кто у нас выбрал первый вариант, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Так, карты перед вами, приступаем. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Ну, по тузу чаш, как показывают арканы, здесь у вас все более чем стабильно, спокойно. Более того, сама по себе работа, деятельность вам приносит удовольствие, слаженный коллектив, хорошие взаимоотношения с руководством. Но вы ищете большего. Посмотрите, ваш взор устремляется вверх. Поэтому карты говорят, что вы хотите наполнения, вы хотите карьерного роста, увеличения заработной платы, новых возможностей. Ну, то есть, по сути, как любому человеку, развитие, роста и реализации. Потому что, в принципе, рекомендовано менять должностные обязанности, инструкции не реже, чем раз в 3 года. Можно и чаще, но не реже, потому что когда человек длительный период выполняет одну и ту же работу, идет профессиональное выгорание, замылен глаз, и он уже не является столь продуктивным. Но на текущем этапе, то есть нет ситуации, что вас выгоняют из работы, выживают или создают вам какие-то некомфортные условия труда, что вас призывают к тому, чтобы сменить конкретно предприятие. Ну, давайте посмотрим, есть ли у вас здесь перспективы. Что здесь по факту? Каковы перспективы на текущем предприятии? Если смотреть по этим арканам, жрец, девятка жезлов и двойка жезлов. Здесь вы можете получать навыки, опыт, обучение, но я здесь не вижу для вас карьерного роста. То есть вы будете хорошим экспертом, но на том же месте, на котором вы остаетесь. Максимум, что вас здесь ожидает, это индексация заработной платы, какие-то надбавки согласно стажу и прочее. Но именно карьеры, увеличение дохода и заработка здесь не вижу. Поэтому двойка жезла вам здесь показывает альтернативу, что по сути вам нужно искать для себя нечто новое. Почему? Потому что здесь вы не получите того, чего вы ожидаете. Даже дальше посмотрим вот так. Итак, стоит ли вам уходить на новое предприятие, то есть искать альтернативу? И что нам показывают арканы? Здесь король чаш, восьмерка жезлов и четверка колец. Это однозначно перспективы дохода, довольства, комфорта, роста профессионализма. У вас здесь карта перехода, карта роста. И на новом предприятии вы будете получать все то, о чем мечтали. Потому что по четверке пентаклей, она же колец, обрести ту стабильность, к которой вы стремились. Плюс карта перехода у вас
говорит о ситуации, что вам это будет во благо. Поэтому, если вы ощущаете по ситуации, что засиделись, нет перспектив, тем более одна колода у вас башня. По башне это однозначно уходить с текущего места работы, это просто вопрос времени, пока вы для себя не найдете какую-то более перспективную работу. Мы посмотрим еще в целом, проанализируем с другой стороны, с другой точки зрения. Что получите, если останетесь? Что получите, если останетесь? Да что получите? Получите самоедство, потому что сила, звезда, сила и девятка мечей – это самоедство за нераскрытый талант, потенциал, за нераскрытые возможности. Это корить самих себя за свои страхи, за то, что вы не приложили к этому усилий и не достигли того максимума, к которому вы стремились. Потому что здесь таковых перспектив не будет. Вот дно колоды здесь ложится королева мечей, это как призыв проявить благоразумие, аналитику, то есть сопоставить все то, что происходит на текущий момент у вас в плане работы. Смотрите, дьявол, вы в созависимой ситуации. Я не спорю, вы можете зависеть от денег, от обстоятельств, от прочих каких-то моментов. Но, как показывают арканы Луна, не занимайтесь здесь самообманом. Почему? Потому что если вы хотите расти, вам нужно двигаться дальше, как следствие менять место работы. Поэтому для тех, кто у нас выбрал первый вариант, здесь рекомендовано идти в новое. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант, текущее положение вещей. Девятка пентаклей – это целостность, это самодостаточность, это уважение, это стаж, это хороший заработок, хороший доход, бонусы, проценты, дивиденды. Но, возможно, вы устали от текущей рутины и от того, что здесь уже ощущается некий застой, как некое болото. Хочется какой-то новизны, в принципе, опять же, выйти на какой-то новый уровень заработка. Давайте посмотрим. Стоит ли вам оставаться на текущем предприятии? Стоит ли вам оставаться на текущем предприятии? Девятка мечей, сила, и как показывает карта повешенный, здесь нужно проанализировать ситуацию, потому что дно колоды рыцаря мечей – это вы растрачиваете свой талант, свой потенциал. Почему? Девятка мечей сложно решиться на какие-то перемены. Тут присутствуют страхи, боязнь остаться у разбитого корыта. Сила – это как бы себя в чем-то уговаривать, сдерживать, но по пажу мечей вы понимаете, что вопрос уже стоит остро. Вы понимаете, что, по сути, вы теряете время, утекают ваши возможности, ваши перспективы, ваши ресурсы, и, по сути, вы можете здесь остаться ни с чем. Но давайте посмотрим так, что вы получите, если вы останетесь, в принципе, на этом предприятии в будущем. Так. Рыцарь жезлов, десятка чаш и туз мечей. Но здесь могу сказать так, это просто признание в коллективе, это комфортная обстановка, это комфортная работа, то есть какое-то, признание, успех. Сказать, что здесь есть карьерный рост, нет. Здесь может быть вопрос увеличения дохода, бонусы, премии, то есть это у вас максимум отразится на заработке. Но чтобы был ваш рост личностный или духовный, такой ситуации здесь не присутствует. Почему? Потому что десятка чаш, несмотря на всю зону комфорта, у вас здесь даже колоды башни, это нужно идти в новое. Хорошо, смотрим и анализируем ситуацию. Если пойдете в новое. Если пойдете в новое, у вас здесь будет очень сложная ситуация, потому что пятерка чаш, сначала это будут какие-то прения, сожаления, ощущение, что вы попали в созависимую ситуацию, потому что по пятерке жезлов здесь будет внутренняя борьба с самим собой. Из серии «Зачем же я ушел или ушла из зоны комфорта и согласилась на этот выбор?» Но что вам, по сути, это даст в перспективе? Если мы посмотрим в перспективе, то семерка пентаклей, маж и паж колец – это ситуация, когда вы отстояли себя как специалиста, как эксперта. И здесь вы будете в дальнейшем и преподавать, и обучать, и делиться опытом, и навыками. И более того, по аркану маг вы можете стать независимым экспертом, который может работать сам на себя. Но если взвесить все за и против, давайте даже как совет – рекомендацию по королеве чаш. Следуйте за тем, что вам подсказывает интуиция. Ответ уже у вас лежит внутри, в голове. То есть чувствуете себя подсознанием. Почему? Потому что сейчас то, что от вас скрыто, видите, аркан жрица.
На самом деле оно лежит на поверхности. Вы просто боитесь услышать ответ на свой вопрос. А он заключается в том, что по тройке жезлов это карта развития. Тройка это всегда идти в новое. Здесь, вот если вы хотите действительно перспектив, у вас здесь даже, вот видите, аркан смерть, трансформация, перемены, то есть уход от старого образа жизни, от взаимодействия с теми людьми, которые остаются на текущем уровне, которые не дают вам расти, которые вас, по сути, стабилизируют и зависают в том моменте, в котором вы сейчас находитесь. А вам нужно большего. Хотите большего, это нужно менять социум, нужно менять окружение, нужно менять людей и расти за лучшими. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, что у вас здесь? Восьмерка пентаклей. Могу сказать, у вас здесь работа кипит, все стабильно. Да, деньги, может быть, достаются не совсем легким трудом, но тем не менее стабильность превыше всего. Смотрим и раскрываем эту ситуацию. Так, что дает вам работа на текущем предприятии? Император, туз пентаклей и луна. Здесь вы как хозяин положения. Сейчас объясню. Не обязательно, что вы занимаете высокую руководящую должность, хотя может быть и так. Но, тем не менее, вас здесь уважают, вас здесь чтят. Здесь есть перспективы карьерного роста и увеличения финансового дохода. Тем более по аркану луна у вас этот вопрос уже стоит на повестке дня. Даже может быть развитие, разрешение ситуации в течение месяца. Я даже спрашиваю у карт, стоит ли вам на текущий момент уходить, то есть на другое предприятие. Семерка жезлов, закройтесь пока от этого вопроса. Девятка мечей и двойка жезлов, не ищите для себя на текущий момент альтернативы. Почему? Потому что девятка жезлов, восьмерка жезлов и сила, у вас здесь есть перспективы роста в рамках данной фирмы, данного предприятия. Здесь и увеличение дохода, и карьерный рост, и новые возможности. Поэтому для вас эти действия будут опрометчивыми. Почему? Потому что если вы сейчас уйдете на новые хлеба, на вольные хлеба, да, то есть какая-то другая ниша, королева мечей, повешенный и король пентаклей говорят о ситуации зависания, то есть вам придется все начинать с нуля. На это потребуется больше времени, больше сил, больше отдачи. И видите, семерка чаш. Это пребывать в иллюзиях, пребывать в мечтах. То есть вы не получите такого легкого старта или увеличения дохода сиюминутно, одномоментно. Поэтому не делайте опрометчивых поступков. Рыцарь жезлов, конечно, вас говорят ваши здесь амбиции и ваш потенциал. Но рыцарь пентаклей и десятка пентаклей говорят о стабильности. Остановитесь. По десятке колец, она же десятка пентаклей, у вас здесь действительно большие перспективы. Поэтому на ваш вопрос, стоит ли вам здесь идти к большему, к лучшему, нет. Потому что это большее и лучшее находится сейчас рядом с вами. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант по башне. Ну, смотрите, по этой карте могу сказать одно. Если вы каким-то образом задействованы в нише недвижимости, будь то строительство, дизайн, архитектура, ландшафтный дизайн, обустройство приусадебных участков или в целом, если мы будем смотреть какие-то организации, подрядчики, которые связаны со стройкой, то тогда, да, в этой нише вы можете оставаться. Если же вы здесь, опять же, и еще по аркану башни, это может быть работа на дому, у кого-то в частном порядке. Если из всего вышеперечисленного вы не относитесь никакой из этих сфер, то карты четко показывают, что работу вам нужно здесь менять. Ну, давайте проанализируем. Что вы получаете на текущий момент? Шестерка мечей, король чаш и двойка пентаклей – это желание уйти. Желание уйти, потому что не совсем стабильный психоэмоциональный план, и по двойке колец вы ищете для себя альтернативу. На вопрос, стоит ли это делать, тройка жезлов, тройка колец и колесница однозначно, потому что на новом предприятии, это, скажем так, новое сотрудничество, пусть даже в этой же сфере, либо приближенно, даст вам большие перспективы развития, старта, заработка, возможностей. То есть для вас это увенчается успехом.
Если вы останетесь на текущем предприятии, десятка мечей, паж жезлов и семерка мечей — это вопросы предательства, это какие-то интриги, склоки, сплетни. Это ситуация, когда вас элементарно подсидели. И все ваши усилия канули в лету, не принесли вам каких-то перспектив. Поэтому здесь вы только теряете свои возможности, ресурсы, кто-то даже здоровье, потому что для вас это сильно влияет на ваше психоэмоциональное состояние и ментальный план. И оставаться здесь нет никакого смысла. И я в целом здесь анализирую еще ситуацию, к чему вы здесь придете, если вы останетесь. Четверка колец, королева жезлов и смерть. Состояние ощущения болота и одномоментная потеря всего и сразу без предупреждения. Потому что посмотрите внимательно на этот аркан. Видите? Это ситуация, когда фактически вас взяли за глотку тогда, когда вы этого не ожидаете. И смотрю для вас по ситуации, если все-таки вы уйдете в новое. Тройка чаш — обретение радости, зоны комфорта. Шестерка чаш — это союз единомышленников, где вы, знаете, как не с позиции будете одиноки, а где вы будете, ну, как обособленный специалист, как личность. Как человек, которого ценят за его мудрость, его знания, его навыки, опыт, его качество. То есть быть индивидуалистом. Вот об этом здесь говорят арканы. У вас дно колоды пятерка мечей. Оставаться вам здесь нет смысла, тем более здесь вы не останетесь. Тут будет зона конфликта, которая поспособствует тому, чтобы вас уволили, то есть вас ушли. Не теряйте время, ищите себе подспорье, ищите себе альтернативу, потому что тем самым вы избежите для себя разочарования и каких-то острых внезапных ситуаций, на которые вы не рассчитывали. Так, для тех, кто у нас выбрал пятый вариант, что у нас здесь по королю чаш? Ну, если вы сами, то это ощущать себя как рыба в воде. Если же в целом вы не являетесь представителем водной стихии, рак, скорпион или рыбы, то эти карты говорят о том, что на вашу работу, на вашу карьеру, в принципе, на перспективы может влиять лицо водной стихии. Давайте же смотреть и анализировать, что у вас здесь на данный момент. Что мы здесь видим? У нас ложится рыцарь жезлов, туз мечей и королева монет, она же королева колец. Ну, во-первых, это карта, которая показывает, что здесь в большей степени ситуация будет актуальна для тех, кому помогли с трудоустройством, потому что здесь по этим арканам это прийти по чьей-то протекции. Если то, что вы слышите сейчас, с вами не созвучно, это не ваш вариант. Соответственно, вы настроились или выбрали ошибочно. И та информация, которую сейчас доношу, для вас будет не актуальна, потому что здесь людей привели по знакомству, по протекции. Как следствие, ну не то, что вы кому-то обязаны. Вот по этим картам это желание поддерживать этот социальный план, это общение для того, чтобы здесь и были дальнейшие перспективы роста. Но давайте смотреть и анализировать, каковы перспективы у вас здесь на текущем предприятии. Туз колец, восьмерка жезлов и тройка колец. Слушайте, ну у вас здесь прекрасные карты, потому что, смотрите, тут и карьера, и увеличение дохода, и возможности роста. И, как я говорю, как вареник в сметане. То есть у вас здесь все замечательно. Более того, семерка жезлов — это стабильность, это защита, это отстоять свои позиции. То есть для вас это такое рыбное место. И если даже вы сейчас в чем-то ощущаете себя некомфортно или вам сложно адаптироваться, то вы ждите время, потому что, как показывают арканы, здесь действительно есть за что ухватиться, за что закрепиться. Вот я еще раз, будет ли у вас здесь карьера, да? Умеренность, мир и четверка жезлов. Стабильность, развитие, комфорт и обретение благополучия. Плюс карьера, которая действительно порадует. Если же смотреть по ситуации, стоит ли вам уходить в новое место, на новое предприятие, туз жезлов, король монет и здесь падает девятка мечей. Ну, это будет все равно переживание и страхи. Почему? Потому что вы будете понимать, что по сути как бы альтернатива здесь может быть, но как показывают карты, здесь вы не получите того, чего хотите. Потому что по суду, суд в связке с восьмеркой чаш и девяткой жезлов, это будет ситуация разочарования, потерянного времени и силы, как следствие остаться у разбитого корыта. Поэтому вам уходить не стоит, вам нужно держаться за текущие позиции,
позиции, осваиваться и развиваться. Так, секундочку. Для тех, кто у нас выбрал 6-й вариант. По тузу пентаклей вы на своем месте. Я скажу честно, этот аркан даже не буду раскрывать или дополнять, потому что здесь вы обрели все то, что хотели. Деньги текут к вам рекой сами. Если сейчас вы даже этого не замечаете или не видите, это просто вопрос времени. Но карта здесь показывает, что это вот то, как бы золотая жила, за которую вы ухватились, эти перспективы, которые дадут вам большие, колоссальные возможности. Здесь даже нет смысла дотягивать, анализировать ситуацию, либо раскрывать с какой-то иной точки зрения, потому что по этим картам будет и карьера, будет и доход, и рост, и удовлетворение, и те прочные позиции, на которые вы рассчитывали. Поэтому нет смысла здесь менять шило-на-мыло, искать реализацию, пусть в этой же сфере, но на другом поприще, то есть другие предприятия, потому что это будет бессмысленно. Вы здесь уже имеете все то, к чему вы стремились. Поэтому, мои хорошие, вот такой здесь расклад, вот такое положение вещей. Надеюсь, эта информация вам будет во благо. Я в любом случае от вас жду обратной связи, комментариев. Если видео для вас было полезным, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. Я с вами не прощаюсь, еще услышимся.